Недавно меня спросили, что я в последнее время ем и каков мой режим интервального голодания. Об этом и поговорим. У меня уже есть ролики на эту тему, и, как вы увидите, этот будет мало отличаться. Я не часто что-то меняю и могу практически каждый день есть одно и то же. Карен нет, ей нужно разнообразие. Итак, встаю я в 5 утра, ложусь в 10:30. Благодаря интервальному голоданию мне нужно меньше сна. Пью органический кофе. Иногда добавляю в него маложирные сливки, но предпочитаю высокожирные, органические. И с одним пакетиком ксилита. Я пью одну очень небольшую кружку кофе. Просто когда я учился в колледже, я злоупотреблял кофе, пил его литрами и посадил надпочечники. Поэтому с тех пор я так не поступаю. 1 кружка в день и все. Это в 5 утра. В 6 пью воду с лимонным соком. Как правило, это 30-60 мл органического лимонного сока. Иногда выдавливаю сами лимоны. Обычно беру пол-литровую емкость, доливаю воды и пью с витаминными добавками. Это в 6 утра, и в следующий раз я сажусь есть в промежутке от часа до 3. И в это время я не испытываю ни малейшего голода. Была бы моя воля, я бы перешел на одноразовое питание. Было бы неплохо. Но в этом случае я слишком сильно худею. Мой рост 1,88 м, а вес 81 килограмм. При одноразовом питании я худею на 1,5 килограмма, и мне это не нравится. 81 меня устраивает, мне так комфортно. И еще. Однако очень тяжело съедать столько калорий, потому что мне пришлось бы съедать, не знаю, 3-3,5 тысячи калорий за раз, а это очень тяжело. Поэтому я разбиваю их на 2 раза. Первый раз я ем в промежутке между часом и 3. В среднем, можно сказать, в 2 часа. В свой первый прием пищи я съедаю 4 яйца, и это фермерские, органические яйца. А надписи вроде «свободный выгул» ничего не значат. Или когда пишут «на вегетарианском корме», значит, кур кормили ГМО зерном. Яйца должны быть органическими и фермерскими. И обычно я стараюсь их брать на фермерском рынке. 110 грамм бекона. Это не тот бекон, о котором вы подумали. Я беру его на рынке или в магазине здоровой еды. Обязательно органический. Чтобы отмерить 110 грамм, берете обычную упаковку и режете ее пополам. Столько я и съедаю. Кто-то думает, я ем полкило бекона в день. Это не так. Всего 110 грамм. Это не так уж и много. На самом деле бекон не настолько жирный, как вы думаете, потому что весь жир вытапливается. Так что вот, на самом деле, много других типов мяса, которые жирнее бекона. Мне нравится бекон, телу комфортно. В нем много B1, но вы бекон есть не обязаны. Просто я ем. Далее, 85 грамм сыра. Лично мне очень нравится сыр из овечьего или козьего молока. Я его измельчаю, потом жарю яйца и посыпаю яичницу этим сыром. А потом просто переворачиваю и кладу сверху бекон. Сыр я обычно беру европейский, высшего сорта, из органического фермерского молока. Четверть стакана оливок. Добавляю их к яйцам. И, может быть, 1 помидор. Это мой обед. Как видите, в основном это белки и жиры. Между 5 и 6 я ем 2-й раз. К этому моменту я совершенно не голоден, ведь я ел пару часов назад. Однако я стараюсь уложиться с обоими приемами пищи в 4 или, может, 3 часа. Тогда период голодания будет от 20 до 21 часа. Именно это мне и нужно. Итак, часов в 5-6 я ем 2-й раз. Начинаю с огромного салата от 7 до 10 стаканов. Шпинат я не добавляю. Я кладу листовой салат, купленный в магазине здоровой еды или на фермерском рынке. Режу туда болгарский перец, помидоры и либо капусту, либо кейл. Шинкую и кладу в салат. Также посыпаю салат пармезаном, заливаю оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Дело в том, что найти в магазине хорошую заправку — целая проблема. Итак, не спеша ем салат. Далее перехожу к белкам. В среднем грамм 200. Мне нравятся сардины. Я их ем с костями и кожей. Тогда в них больше нутриентов, особенно кальция. И больше жирных кислот омега-3. Можно съесть бифштекс, конечно же, из фермерского мяса, обязательно органического. Я очень люблю семгу, обязательно промысловую.
Также ем креветки. Ем сосиски. Не простые сосиски, о которых вы подумали, а купленные на фермерской ярмарке. Они из органического мяса и очень даже полезны. Иногда я ем стейк. Собственно, это вся моя белковая еда. Если я ем бифштекс или сосиски, я мажу их горчицей, не кетчупом. Иногда ем квашеные овощи, например, квашеную капусту, что-то в этом роде. Потом съедаю немного орешков, это либо орехи пекан, либо фисташки. Я ем это практически ежедневно, мое тело это устраивает. И с этого момента я не ем ничего до следующего дня. Что ж, на этом все. Банально и скучно. Таков мой рацион, без воды. Простите за каламбур. Чтобы не пропускать мои новые видео, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой «Вы подписаны».